机不可失。好戏开始了，2个新皇。我见过。Новая серия «Боевой континент 2» интересная, а новое превью обещает много событий. Хо Юйхао возглавляет воздушный налет на Минду. Новый наряд Сюй Тяньрана делает его еще более злодейским, а 3 старейшины 9 уровня присоединяются к битве. Появляются синий-серебряный император и Ван Цюэр. А еще важная информация. Решается судьба этого YouTube-канала Киномикс. Вы, наверное, заметили, что канал находится в трудном положении. Просмотры сильно упали. Часто нет даже 10 тысяч просмотров. В связи с этим я выложил важный пост в Telegram. Решением является либо выход роликов только для спонсоров, либо, как посоветовали подписчики, сбор средств на месяц, что я и решил сделать. Ну а в крайнем случае пауза в выпуске видео, как это было недавно, когда роликов не было несколько месяцев. Только благодаря вашей поддержке канал будет жить. В Telegram я подробно писал о причинах такой ситуации. Это касается видео по Дунхуа «Пожиратель звезд», «Боевой континент 2», «Противостояние святого». Сумма небольшая – 2000 рублей на месяц, а не на один ролик. При этом за месяц может выйти множество видео. Ссылки на Boosty и Donation Alerts будут в описании. Заранее благодарю за поддержку. Итак, Хо Юйхао, Тану Тун и их спутники все еще находятся на территории Империи Солнца и Луны и совершили важный подвиг. Начали прямую атаку на Миндоу. Хо Юйхао лично возглавляет воздушный налет. Захватив более 10 городов, они повергли Империю Солнца и Луны в панику. Император отправил механиков 9 уровня. Важно понимать, что старейшина 9 уровня уже является титулованным, а с добавлением мощи духовного инструмента 9 уровня его боевая мощь становится весьма внушительной. Хотя, за исключением Тану Тун, которая является титулованной, большинство остальных в группе Хо Юйхао — это мастера с 8 кольцами, и каждый из них обладает своими уникальными навыками. Одного человека может быть недостаточно, чтобы справиться с духовным инструментом 9 уровня, но 3 против 1 — вполне приемлемая задача, сдерживающая их натиск. Таким образом, обезвредив 3 старейшин 9 уровня, Хо Юйхао и его группа обрушили на дворец всю свою огневую мощь. После победы Хо Юйхао и его группа больше не хотели сражаться. Если бы они ждали возвращения Королевского корпуса мастеров, то оказались бы в ловушке. Поэтому Хо Юйхао немедленно отдал приказ об отступлении, отправив Бэй Бэя, Сюй Саньши и остальных в полуплан нежити. Однако перед отъездом Хо Юйхао взял Тану Тун на поиски сине-серебряного императора, и им удалось его найти. На самом деле, еще до нападения на Минду, когда Хо Юйхао высвободил свою духовную силу, благодаря благословению духовной души принцессы-русалки Лии, он смог почувствовать духовную силу растений и таким образом ощутить присутствие сине-серебряного императора. Однако, поскольку Бэй Бэй был отвлечен и не мог эффективно командовать корпусом мастеров душ секты Тан, Хо Юйхао и Тану Тун решили сохранить это в секрете. Теперь, после битвы, Хо Юйхао и Тану Тун тоже ничего не рассказали Бэй Бэю, потому что не хотели, чтобы он волновался. Итак, Хо Юйхао и Тану Тун вернулись на прежнее место, чтобы поискать сине-серебряного императора среди растений. Неожиданно им действительно удалось найти его местонахождение, используя духовную силу. Этот сине-серебряный император не принадлежал к королевскому роду сине-серебряной травы и не был связан с родом матери Тансана, а Инь. Он занимался самосовершенствованием и обладал более чем 10-тысячелетним опытом. Находка сине-серебряного императора для Хо Юйхао и Тану Тун должна была стать радостным событием. В конце концов, благодаря ему Танья могла бы спастись. Жизненная сила Танья истощалась, и если бы синий-серебряный император решил стать духовной душой, Танья могла бы выжить и быть с Бэй Бэем вечно. Однако предстоящее появление Ван Цюэр вызвало много споров. Обещание сине-серебряного императора Хо Юйхао вернуться с ним полностью зависит от появления Ван Цюэр. Ван Цюэр — императорский зверь, и видя, что она выбрала Хо Юйхао, сине-серебряный император доверяет ему. Когда Хо Юйхао и Тану Тун вошли в горную долину, покрытую бескрайней сине-серебряной травой, Тану Тун была очарована ее красотой. Хо Юйхао все больше убеждался, что именно здесь они смогут найти того, кого искали. Он высвободил свою ментальную силу и начал тщательно исследовать всю долину. Улыбнувшись, Хо Юйхао обратился к траве. Он рассказал, что причина заключается в том,
что императорский зверь когда-то был его возлюбленной. Несмотря на присутствие Тан Утун, он без колебаний говорил о Ван Цюэр. Девушка пожертвовала ради него всем, и независимо от того, кем она была при жизни, часть его сердца навсегда принадлежала ей. Тан Утун никак не выразила недовольства. Напротив, ее взгляд стал еще мягче. Она понимала чувства Хо Юйхао и считала, что именно такая преданность делает его достойным любви. Ради спасения Танья ему пришлось вновь прикоснуться к воспоминаниям, которые он долгие годы старался избегать. Перед его внутренним взором начала появляться Ван Цюэр. Он вспомнил ее холодный голос, ее решительность и гордость. Вспомнил, как она сражалась копьем Золотого Дракона, побеждая одного противника за другим, благодаря своей невероятной силе. Вспомнил ее внешнюю холодность, скрывавшую горячее и искреннее сердце. Он вспоминал каждую встречу, каждый разговор, каждый взгляд. Несмотря на все попытки держаться от нее подальше, Ван Цюэр никогда не отступала. Лишь в самый последний момент, когда она без колебаний пожертвовала собственной жизнью ради него, превратившись в жертвенное пламя, Хо Юйхао наконец понял правду. Незаметно для себя он давно впустил ее в свое сердце. Эти воспоминания вновь разорвали его душу. Позади Хо Юйхао появилась тускло-золотая проекция трехглазой золотой львицы. Она медленно подошла к нему и хотела прикоснуться. Она увидела Тан Утун. На ее лице отражалась искренняя грусть. Она прекрасно понимала чувства Хо Юйхао. Ван Цюэр слегка кивнула ей, а ее взгляд стал намного мягче. В следующее мгновение золотой свет вспыхнул вновь, и проекция трехглазой золотой львицы слилась с телом Тан Утун. Хо Юйхао. Этот знакомый голос выбил Хо Юйхао из состояния отчаяния. Медленно открыв глаза, он увидел перед собой Тан Утун, но в этом голосе и этой интонации словно звучало присутствие другого человека. Его сердце болезненно сжалось. Сквозь слезы он посмотрел вперед и дрожащим голосом произнес: «Цюэр, мне очень жаль». Перед ним стояла Цюэр. Хо Юйхао был полностью потрясен. Мучительная боль в его сердце мгновенно сменилась бурным потоком эмоций. Он раскрыл руки и крепко обнял ее. Это была Цюэр, настоящая Ван Цюэр. Она прижалась к нему, и холод в ее взгляде постепенно начал исчезать. На его место пришло спокойное удовлетворение, чувство, исходящее глубоко из сердца. Между ними больше не было никакой преграды. Они просто стояли, крепко обнявшись. Его тело и дух словно наполнялись новой силой. «Цюэр, это действительно ты?» — мягко спросил Хо Юйхао. «Да, это я. На самом деле я всегда хотела быть рядом с тобой. Не грусти. Для меня это может быть лучший результат». Но Хо Юйхао хотел что-то сказать, но снова потерял дар речи. Нет никаких «но». Когда я сделала этот выбор, я подумала, что он будет лучшим для нас. Я слилась с твоим телом и стала частью тебя. Никакая сила больше не может разлучить нас. Это то, чего я хотела. Более того, моя духовная сила и мой источник слились со спящей Дунер под контролем силы судьбы. Вот почему у нее есть и мои способности, и способности Ван Дунер, теперь, когда она вернула свои воспоминания. Она является слиянием меня и ее. Моя душа в твоем теле, и мои способности у нее. Поэтому я никогда не покидала тебя. Юйхао, ты знаешь, как я счастлива? Я впервые чувствую твою любовь ко мне. Этого мне уже достаточно. Оставайся счастливым с Ван Дунер. Будь она Дунер или Тан Утун, она твоя самая большая любовь. Я лишь часть того, что ты действительно любишь. Когда я изначально превратилась в нее, я уже проиграла. Я никогда не смогу победить ее. Я люблю тебя, но она любит тебя больше. Когда ты скучаешь по мне, ты можешь обнять Утун. Если ты вместе с ней, это будет похоже на то, что мы с тобой тоже вместе. Ты, я и она больше неразделимы. Ждем эти душераздирающие повороты. Большое спасибо и всем пока!